Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить пикантные новости и слухи про Чонгука и Тэхёна. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Итак, что же произошло у нас интересного? 7 ноября Чонгук провел стрим на State on Hand со своими поклонниками. Вопросы были достаточно горячие. Арми, ты такой сексуальный? Чонгук, да, я сексуален. Арми, ты действительно сексуален? Чонгук, о да. А Чонгук тот еще шалун. Чонгук, где Тэхён? Тэхён разве не в Корее? Он в Корее. Да, Чонгук, мы так тебе и поверили, не знает он. А следующий вопрос меня смутил. У Чонгука спросили, актив он или пассив. Арми, сверху или снизу? Чонгук, сверху. Вот это вопросики. Может быть, он имел в виду что-то другое? Не думала, что будет так горячо. Тэхён или я? Ты? Чонгук, ты пожалеешь об этом. Не хотел обидеть Арми, но мы бы не обиделись. Бокс или боулинг? Бокс. Hate you или yes or no? Hate you. Лето или зима? Зима. Тэхён или Ви? Ви. Арми, дрался ли ты со своим братом, когда был маленьким? Чонгук, конечно, драться с братьями – это правило, мы много ссорились. Арми, ты скучаешь по Джину? Чонгук, да, конечно, очень скучаю по нему, очень-очень скучаю по нему. Мы тоже скучаем. Арми, поцеловать или шлепнуть? Чонгук, шлепнуть? Вы извращенцы? Действительно, что-то поклонники распоясались. Прямо какие-то чересчур откровенные вопросы. 7 ноября вышел выпуск шоу The Tonight Show с Чонгуком у Джимми Фэллона. Чонгук подписал альбом для Джимми. Чонгук, для Джимми, люблю тебя, бро. Чонгук, я благодарен Арми за поддержку, без них у меня бы ничего не получилось. В свободное время я лежу в кровати весь день, готовлю или занимаюсь спортом. Джимми, ты спал в эфире и на это смотрели 6 миллионов людей. Чонгук, Арми это нравится, но на самом деле это было немного неловко. Джимми сфотографировал спящего Чонгука в эфире на Виверс. Он не может поверить, что 6 миллионов человек наблюдали за спящим Чонгуком в течение 30 минут. Вопрос. Что самое страшное на свете? Чонгук. Микроволновая печь. Я всегда волнуюсь, не взорвется ли она. Мне было страшно, когда я был маленьким. Но я все еще боюсь. Видимо, всю еду в доме греет Тэхён. Чонгук учит Фэллона некоторым танцевальным движениям. Джимми поначалу засмущался, но взял себя в руки, и у него неплохо вышло. Чонгук любого научит. Чонгук впервые попробовал пиццу в Нью-Йорке. Джимми, я слышал, что ты любишь пиццу. Чонгук. Пицца? Я люблю пиццу, но не люблю есть ее бортики. Джимми, ты пробовал пиццу в Нью-Йорке? Чонгук. Нет. Джимми, я принес тебе попробовать, это одна из моих любимых. Чонгук. Вкусно. Странно, а раньше Чонгук удивлялся, что Тэхён не ест бортики от пиццы. Получается, он перенял привычку у Тэхёна. Выступление Чонгука на шоу.
Я в восторге от его профессионализма. Он был рожден для сцены. Так радостно видеть, как он раскрепощается. Вера в себя – это так важно. Мнение ARMY, которая была на шоу. Он был так счастлив, улыбался и послал так много сердечек. Он действительно чувствовал нашу любовь. Мы все сходили с ума. Я чуть не упала. Обновление Twitter BTS официал. Спасибо Spotify K-pop за отличную поддержку. Найдите код Golden в любой точке мира. Чунгук – мировая звезда. Такие баннеры повсюду. Недавно японские СМИ похвалили Тэхёна за его серьезный подход к музыке и дружелюбный характер. После живого выступления Тэхёна с треком Slow Dancing на The First Take СМИ отметили искренность и вежливость Ви. Наш любимый Тэхён, он стал таким мягким и скромным. 7 ноября вышло закадровое видео с Чунгуком от Spotify. Чунгук. Съемки Spotify веселые, мне нравится, все были веселыми. Викторина тоже была веселой, мне было стыдно, неловко и я был изумлен. Еда была вкусная, я давно не ел желе из красных бобов, очень вкусно. Задание: нарисуй кролика ARMY. Чунгук, кролик ARMY? Каким он должен быть? Начну рисовать как кролика. Слишком страшно? Нет, наши ARMY сильные. Они будут так смеяться, когда увидят. А мы ничего так, с милой челочкой, бородатые и, видимо, со шрамом еще. Да, за 10 лет жизнь нас потрепала. 7 ноября вышло официальное музыкальное видео Standing Next to You, хореографическая версия. Просто шикарно. Чунгук мне напомнил Майкла Джексона. Какой же он сексуальный и привлекательный. Потрясающая хореография, потрясающий Чунгук. А какие у него эмоции, это просто пожар. Майкл Ретнер, генеральный директор OBB Media, поделился фотографией с Чунгуком. Они очень известны своими документальными фильмами на Ютубе. В этом году Чунгук несколько раз ездил в Лос-Анджелес, где находится студия OBB. Похоже, что Чунгук снимает документальный фильм, о котором говорил на Шучите. 8 ноября состоялась очередная стрим-вечеринка с Чунгуком. Чунгук. Шоу Фэллон получилось намного лучше, чем я ожидал, так что я счастлив. Пицца была действительно хороша. Честно говоря, мне хотелось больше. Не дали нормально поесть Чунгуку. Вот проказники. Чунгук. Почему я подошел к женщине в клипе? Это все игра. Это то, чего хотел режиссер. Я подошел к ней без мысли. Я был роботом. Кто-то, видимо, приревновал Чунгука к актрисе из клипа. Чунгук. Всем привет, я Чунгук. Причина, по которой я пришел сюда сегодня, распаковать альбом. Golden вышел очень хорошо. Чунгук хвастается карточками со своего альбома. 8 ноября Чунгук выступил на Today Show. Видно, как нашему Чунгуку очень холодно. Как же я завидую тем ARMY, которые прикоснулись к лапке Чунгука. Я представляю, как там было атмосферно. Чунгук прямо перед носом танцует. Даже можно было уловить его аромат. Чунгук сделал сердечко с ARMY. Я совсем не завидую. Чунгук. Очень холодно. Вам не холодно? Чунгук разговаривает с персоналом. Чунгук. Так холодно, что я не могу петь, и дует ветер. Трудно дышать, потому что ветер проникает в нос. Я в шоке. Неужели в Нью-Йорке невозможно было найти закрытый концертный зал? На концерте была девочка, у которой в тот день был день рождения. Ведущая. Что ты хочешь сказать Чунгуку? Девочка, я люблю тебя.
Чонгук, я тоже тебя люблю. Малышка даже расплакалась. Девочке повезло, такой подарок запомнится на всю жизнь. Чонгук на Виверс. Чонгук, Арми, простите, концерт был испорчен. Никаких оправданий. Приложу все усилия в следующем прямом эфире. У Чонгука из-за холода сбился голос. Мы все понимаем. Тэхён в Инстаграм. Интересно, что же нас ждет? Тэхён в сторис в Инстаграме. Привет, доброе утро. Сразу вспомнила такого Чонгука. Кстати, бы хорошие гнездышки получились таких шевелюр. Тэхён в Инстаграм. На видео Тэхён отметил Скотти Кэмерона, мастера по изготовлению клюшек, и Даниэль Кан, профессиональную гольфистку. В коробочке у Тэхёна, наверное, часы от Cartier стоимостью в 3,5 миллиона. Вышло интервью Чонгука для Apple Music с Зейном Лоу. Когда я только начинал, я был очень тихим. У меня не было уверенности в себе, но когда я начал работать над своей музыкой, я узнал больше о себе. Я заслужил это описание Golden. Глядя на все мои достижения, я приобрел больше уверенности. Да, это стало чувствоваться. Лоу, ты любишь дизайн? Чонгук, если бы я пошел в эту сферу, я думаю, что мог бы представить себя занимающимся дизайном или рисованием, или займусь спортом. Мне нравилось рисовать с детства. Тем более наш Чонгук прекрасно рисует. Лоу, Сеул не твой дом, но он дает такое ощущение. Чонгук, да, но Пусан все еще место, где я родился, так что он больше ощущается как дом, но я привык к этому. Чонгук о тексте Seven. Чонгук, но начиная с Seven и до Golden, ни одна из этих песен не является моей личной историей. На самом деле все они песни о любви, которые, как мне казалось, являются наиболее универсальным чувством. Очень интересное интервью, обязательно посмотрите. Чонгук зашел в Barnes & Noble, чтобы посмотреть эксклюзивное издание Barnes & Noble своего нового альбома Golden. Обязательно загляните и получите свой экземпляр. 10 ноября состоялся концерт Чонгука в Нью-Йорке на Таймс-сквер при поддержке Xbox, с которым он заключил сотрудничество. Чонгук. Эй, Нью-Йорк, я Чонгук из BTS, давай повеселимся. Что вытворяет наш огненный? Его улыбка, когда Арми пели с ним, это восхитительно. Как он кайфует, перед ним весь мир. Исполнил королеву лета Seven. Как бы хотелось оказаться там. Торговый грузовик с мерчем Golden был доставлен на Таймс-сквер. И вся эта толпа людей ждет своей очереди, чтобы приобрести этот мерч. На этом я заканчиваю данную тему. До встречи!